shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon'... Всем доброе утро. Давно, однако, мы с вами не виделись. Не год, конечно, но все же. Пара сессий прошла, а поэтому можно и почилить. Пока я ловил затупы в Portal Reload... Или какой? Какой сюда надо ставить, я не понимаю. Оранжевый, да? Оранжевый. Успел уже выйти новый DLC Atomic Heart, который я особо не ожидал. Когда я узнал, что события в DLC будут проходить в Limbo, то мне и вовсе сразу не хотелось покупать его. Говорю сразу, релизный трейлер и подобную билиберду я просматривал, поэтому ожидания у меня были, скажем так, заниженные. Я думал, что видео, которое выйдет по поводу этого дополнения, будет с сугубо отрицательной коннотацией. Но, как говорили великие люди, оказалось... Все не так однозначно. И от DLC я получил огромное удовольствие, и в этом небольшом видео-эссе мне хотелось бы поразмышлять над некоторыми вопросами. Первый, стоит ли это дополнение своих денег? И второй вопрос, который связан немного с прошлым моим видео насчет Atomic Heart, что там по сложности, ёпта? Давайте так, сначала я расскажу, как мне игра и что там по плюсам и минусам, а потом уже пообсуждаем мою любимую тему сложности. Когда мы заходим в дополнение, нас встречает одна из близняшек, которая повторяет вместе с нашим героем достаточно известную картину сотворения Адама. Но буквально спустя некоторое время наш герой начинает неимоверно быстро падать. Вокруг него то и дело пролетают прекрасные пейзажи Лимбо, и в конце концов главный герой падает на остров, полный различных сладостей, из которых состоит абсолютно все, что мы видим перед нашими глазами. Самый главный вопрос, что за новые геймплейные фишки нас ждут, что будем мы делать в этом странном мире? Серфить. Мы будем серфить, блять. Я, возможно, понимаю твое негодование, зритель. Ты хочешь уже написать в комментариях. Бля, я чё, серьезно отдаю 400 рублей для того, чтобы посерфить в Atomic Heart? Ебанная беднота меня просто заебала уже. Меня в первые минут 20 также не покидали данные мысли. Даже моя первая реакция в полном объеме дает понять, что я был немного недоволен в самом начале. Ебать, что, это серфинг? Серф CSGO. Ёб твою мать, что за говно? Ну что? Типа, какой нахуй серф? Я что, в КС зашел? Тогда жду еще какие-нибудь истории на задний план, как в старом добром 19-20 году. Я не знаю, каким-то чудом, после того, как я сделал обзор на эту девочку, которая ела мороженое вместе с кетчупом, мне в рекомендованный попался чувак, которого выгнали. Но спустя время я начал получать нехилый кайф от подобного медитативного геймплея. В чем в целом суть? Не просто же кататься нам нужно все-таки. Катаясь по данным структурам, мы должны собирать яблочки и золото, которые являются по сути нашими основными и единственными валютами в данном дополнении. Но куда же их тратить, можете вы резонно спросить меня. Яблоки вы тратите в слот-машине, в которой могут выпасть различные прибамбасы для персонажа, в виде оружия, способностей и так далее. Золото же вы тратите у этой жирной бабки, которая продает вам де-факто скины для оригинальной игры. Да и вы можете не собирать его, к тому же оно обычно находится в неожиданных местах, придавая для данной валюты характер редкой и столь желанной награды. Путешествуя по миру, главный герой, который является белым нечто, сопровождает его жена, Блесна, то бишь. Она всячески пытается помочь герою выбраться из данной локации. С ней часто возникают забавные диалоги, которые хорошо разбавляют игровой процесс. Просто серфить и добираться до конца локации было бы не так интересно, поэтому разработчики добавили игрокам возможность подраться с различными противниками. На то нам и дают оружие, кстати. На первой локации мы встречаемся с механикой отпизживания мелких челов сильной атакой, чтобы они улетели нахуй. Да-да, именно так я ее и назвал. Именно при помощи этой механики мы должны будем убить первого нашего босса, Колобка. Вообще насчет него и других боев в данном DLC мне хотелось бы поговорить во второй части видео. Но скажу так, встречаем мы его не в первый раз, и каждый новый бой с ним немного отличается. Поэтому он не надоедает, и бой с ним динамичный и достаточно интересный. Дальше мы должны будем встретиться с этой комнатой, где ты удерживаешь точку, пока на тебя нападают эти вафлеры. Вообще, это, наверное, самое забавное и интересное событие в игре, потому что это все происходит под новое музыкальное переосмысление трека Казанова. Я не Казанова. Это просто, блять, прекрасно. В целом, новые DLC разделяются на 5 уровней, из которых 2 это серф, еще 2 это паркур прямиком из Dying Light. А последний, Subway Surf. Я не шучу, если что, можете посмотреть на это.
Если честно, то я хочу просто похлопать Mantfish. Сделать подобное DLC, это нужно быть достаточно смелой студией с пиздатыми геймдизайнерами. Потому что оправдать то, что они сделали, я не могу. У меня просто до сих пор в голове не укладывается, что они сделали серф, паркур и Subway Surf в одном, блять, дополнении. Да даже так, просто вытворить подобную хуйню, это надо быть гением, не иначе. Но не будем забывать, что данная глава видео названа «Стоит ли данное дополнение своих денег?». Так вот, стоит ли? Я отвечу кратко. Нет. То есть ты нам сейчас рассказывал, что DLS просто мега пиздатая, геймдизайнеры гении, а игра по итогу не стоит своих денег. Ты долбаеб? Ёбанная беднота совсем охуела в наше время. Да, я долбоеб, а теперь давайте я расскажу, почему так. Как бы сильно это DLC не сломало мне мозг и какой бы кайф от него я не получил, я не могу отменять того, что мы отдаем 400 рублей на минуту на 3,5-4 часа геймплея. На самой высокой сложности, прошу заметить. Из этих 4 часов мы имеем по 2 одинаковых уровня и достаточно малое количество нововведений. Первый DLC к Atomic Heart стоит столько же рублей, но по экспириенсу и количеству новых вещей оно явно выигрывает у второго, причем с отрывом. Ладно, оно стоило бы рублей 250, я бы еще это понял и был бы, кстати, согласен с этим. Но 400 рублей за 4 часа геймплея, причем в некоторых местах однотипного, это, мягко говоря, многовато. Идея с серфом хоть и мега рофильная, но не прям вау. Да и уровни с паркуром особого энтузиазма не вызывают. Я бы на месте разработчиков оставил только серф и с каждым новым уровнем усложнял и добавлял новые механики, чтобы было более интересно проходить уровни. Сам серф очень простой. Я думал, что мои навыки серфинга СКС помогут мне очень быстро проходить сегменты, но сама механика не подразумевает, что ты должен быть супер гением. О чем мы говорим? Нам даже не надо зажимать ту кнопку в противовес слайдеру, то есть мы можем абсолютно ничего не нажимать, и мы прекрасно едем. Это, конечно, меня немного расстроило, но в целом разработчиков можно понять, так как если бы они сделали серф как КС, то это вызвало много негативных эмоций от игроков, так как это не так просто, как кажется, и им пришлось бы достаточно долго обучаться этой механике. Им, это игрокам, ясен хер. Так как сделать его чуть сложнее, чем серф Утопия, и можно было бы с крыши падать. Осуждаю, если что. Нового оружия и противников мы также не встретили. Просто перекрасили уже имеющихся и все на этом. Но это можно оправдать, как по мне. Так как мы находимся все в той же вселенной, что и основная игра, а новых роботов там в общем и целом-то и не было. И главный герой сражается с уже существующими роботами, но не знаю, могли бы новые атаки им добавить или еще что-нибудь. Слишком уж надоели их паттерны, если честно. Хотелось бы увидеть что-то новое. В итоге хочется сказать, что DLC максимально на любителя. Если вы любите некоторый психодел, Surf CS, а на переменах в школе любили поиграть в Subway Surf, то дополнение вам понравится, как и мне, кстати. Рассказывая про минусы дополнения, я не хотел принизить ни в коем случае труд людей, которые работали над ним. Я-то сам реально кайфанул от него, но оно явно не стоит столько денег и не лучшее, что они могли сделать. Стоит принять этот факт. Если мы рассматриваем это DLC как гениальный стёб над игровой индустрией, то играть в него еще приятнее. Эти бесконечные яблочки, которые мы собираем по пути к каждому чекпоинту, будто неявно хотят подшутить над играми для детей, где нужно собирать бесконечные монетки, бананы и так далее. Я не удивлюсь, если у этого дополнения будут в основном негативные отзывы. Но все же оно мне понравилось, и удовольствие от него я какое-никакое, но получил. Если ставить ему оценку, то я поставил бы, наверное, 7 из 10. Еще хотелось бы сказать про музыку. Она просто великолепна. Было невероятно приятно серфить под блюз 70-х, 80-х годов и сражаться с рофлерами под рок-перепевки российских хитов. Просто мое почтение. Так, ну в целом свое никому не нужное мнение я высказал, можно и про сложность дополнения поговорить, правильно? Так вот, если вы думали, что я буду сейчас его сравнивать с первым DLC или с основной игрой, то нет. Это DLC явно не про хардкор. В самом начале на выбор вам дается 3 уровня сложности. Выбирая самый последний, вы обрекаете себя на легкую прогулку по DLC. Я не хочу сейчас задвигать телегу про слишком низкую сложность, так как это дополнение не про это. Оно прежде всего для угара и получения удовольствия от приятной музыки и клевого геймплея. Но все же, чтобы я не говорил, что все легко, ля-ля-ля, трополя, но некоторые фрагменты заставили мою жопу вспотеть. Например, вторая встреча с Колобком достаточно неприятная. Своими атаками это изделие из теста сносит весомое количество хп. Но проблема даже не в самом Колобке, а в его приспешниках, которые он спавнит из воздуха. Они, пока ты не привыкнешь бесконечно бегать и стрефиться от них, могут доставить тебе проблем. Также на самой арене дохуя без преувеличения орешков, из которых можно выбить хилки, которые буквально
реально позволяет тебе бесконечно жить на ней. Я думаю, что можно было бы немного усложнить эти босс-файты меньшим количеством орешков и большим уроном от самого колобка, чтобы интереснее его убивать. Но повторюсь, это DLC не про сложных боссов и врагов, оно просто про угар, который оно очень хорошо передает. Говоря про сложные фрагменты, можно выделить этот сегмент, где нужно удерживать позицию. Она, точнее вторая встреча на втором уровне, действительно может доставить хлопот. Каждым новым кругом на тебя набегает все большее количество вовчиков, которые в большом количестве сносят тебе просто ебало. Сейчас многие удивятся, но на этом сегменте я реально активно пользовался полимерным щитом. Он очень сильно мне облегчил его прохождение. Наконец, люди, защищающие эту useless помойку, могут восторжествовать. Были также такие зачистки территории на уровне с паркуром, но они были невероятно легкие, поэтому про них особо мне нечего сказать. Из сложного можно выделить некоторые моменты в серфе, где даже мне пришлось попотеть, потому что препятствия были очень неприятны. И самое что забавное, в основном с такой проблемой я встретился на первом уровне. На втором я уже с легкостью справлялся. Возможно, я уже привык, не знаю. Если бы разработчики сделали на последнем уровне сложности еще меньшее количество чекпоинтов, то может быть это усложнило уровни, но с другой стороны это бы добавило духоты в геймплей, поэтому все сохранения, как по мне, стоят по фэншую. В целом про сложность дополнения можно сказать, что ее просто-напросто нету, потому что разработчики решили сделать упор на угарную атмосферу, приятную музыку и запоминающийся геймплей, что у них получилось сделать очень хорошо. Что можно сказать в итоге-то? Manfish, по моему мнению, пытаются сделать максимально разнообразный игровой опыт игрокам, делая DLC, каждый из которых не похожи ни на оригинальную игру, ни на другое дополнение. Сравнивать их, конечно же, нельзя, так как они дают максимально разный игровой опыт, как я и сказал выше. Но все же дополнение Узник Лимбо вышел максимально на любителя и мало кому понравится. Возможно, кому-нибудь игра в это DLC будет сравнить просмотру Пикули, то есть тоже захочется убить автора и выпилиться. Anyway, спасибо Manfish за уникальный игровой опыт. Очень надеюсь, что следующие дополнения к Атомику будут такими же интересные, как Инстинкт Истребления и Узник Лимбо. Кстати, maybe некоторым могло показаться, что я захейтил оригинальную игру в своем последнем обзоре, особенно часть про полимерный щит много кому не понравилась. Но в целом да, так и есть. Я считаю полимерный щит говном, а оригинальную игру очень легкой. Мне в целом похуй. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. Можете написать, какой я даун, и что дополнение просто ебучее говно, которое недостойно внимания. Это тоже приветствуется. Встретимся, как обычно, через год. I be ill of my